Всем большой привет! Малина – ягода-рекордсмен по содержанию полезных веществ, поэтому правильней заготавливать ее в свежем виде. А так как самый сильный природный консервант – это соль и сахар, конечно, солить мы ее не будем, а метод смешивания ягод малины с сахаром – один из наилучших, чтобы максимально сохранить витамины. Чтобы малина не закисла, есть ряд важных моментов, которые надо соблюдать. При этом ягоды для этой цели собираем в солнечную погоду, ни в коем случае не в дождь и не с утра, когда есть роса. Ягоды должны быть идеально сухими. Сначала ягоды приминаю ложкой, а потом пользуюсь обычной толкушкой для картофеля. Посуда, в которой мы готовим, тоже должна быть идеально чистая и идеально сухая. То есть все, с чем соприкасается ягода, должно быть идеально сухим. Если вы свою ягоду малины помыли, тогда используйте ее только для компотов или для варенья с термической обработкой. Следующий момент. Ягоды у меня уже перемятые. И вот в другой миске находится сахар. Смешиваю в равных количествах, то есть 1 к 1. Пересыпаю перемятые ягоды в миску побольше размера, в которой мне будет удобно смешивать. И небольшими порциями добавляю сахар. Когда ягода целая, она будет занимать совсем другой объем при ее измерении. Поэтому сначала переминаю малину, а потом отмеряю нужное мне количество сахара из расчета того количества ягоды, которые у меня имеется. Сразу ягоды по баночкам не разливаю, накрываю пленкой пищевой, оставляю при комнатной температуре для того, чтобы весь сахар растворился. Если в комнате тепло, тогда сахар, при условии, что вы будете помешивать 2-3 раза за это время, может раствориться и за часа 2-3. Если нет, тогда оставляем на 6 часов, на 12 часов, чтобы весь сахар полностью растворился. Иначе потом в баночке ваша малина отслоится и сахар осядет на дно банки. Важно, чтобы банки и крышки были, во-первых, идеально чистые, во-вторых, сухие. Если они будут стерильные, это вообще идеальный вариант. И теперь один из важных моментов. Варенье в банке наливаю не до самого края банки. Сверху я насыпаю по полной столовой такой ложке с горкой сахара. Это надо для того, чтобы в процессе хранения образовалась такая корка. Этот сахар потом он размокнет, пропитается вареньем и образует такую защитную пленку. Этот сахар будет препятствовать образованию пленки из плесени в процессе хранения у такого варенья. Закрываю плотно крышками и отправляю на хранение в холодильник. Надеюсь, видео вам пригодится. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых встреч. С вами была Виктория. Пока-пока.